Всем добрый день, дорогие подписчики! На канале прозвучал вопрос, как правильно ходить тростью. Сегодня я с удовольствием отвечу на него и сделаю для вас такое видео-резюме со всеми моментами, о которых вам нужно знать, если вы используете трость в своей повседневной жизни. Меня зовут Надежда, я реабилитолог, я работаю с пациентами, восстанавливаю людей в первые месяцы после травм либо операций. Итак, вернемся к использованию нашей трости. Что вам нужно знать? Самое первое, базовое, то, что нужно сделать еще даже до использования вашей трости, это то, что вам нужно отрегулировать высоту вашей трости под ваш рост. Основное правило: рукоятка трости находится на уровне вашего запястья. Вы стоите ровно перед зеркалом, либо постарайтесь, если без зеркала, то постарайтесь стать ровно, спинка ровная, плечи немножко назад, вес тела распределен на две ноги равномерно. Главное, не сутультесь, да, стоим ровно. Трость стоит сбоку, опускаем руки и смотрим, на каком уровне находится ваша трость. Кстати говоря, эта трость, она отрегулирована под мой рост. Поэтому рукоятка у меня идеально четко легла на уровень запястья. Если у вас трость будет слишком высокой, то, скорее всего, вы будете ходить с приподнятым плечом, и это может дать нагрузку на ваш плечевой сустав, на ваш шейный отдел, могут появиться боли. Если же трость будет слишком низкая, то вы, скорее всего, будете ходить сутулившись, что также, конечно же, даст негативные последствия и на нашу осанку, и на нашу спину. Следующие моменты. Когда вы начинаете ходить с тростью, с какой стороны держим трость? Трость всегда мы держим со стороны более сильной ноги. Всегда, в любой ситуации, после любой операции, после любой травмы, при артрозе, всегда есть нога, которая более сильная, и нога, которая более слабая. Так вот, трость мы берем всегда со стороны более сильной ноги. Я автоматически поставила со стороны правой ноги, потому что в моем случае правая нога у меня действительно более сильная нога. Я правша к тому же. Итак, предположим, левая нога у меня более слабая нога. Мы определились, да, что мы берем трость со стороны правой ноги. В чем смысл этого момента? Да в том, что мы, используя трость, мы частично компенсируем работу вашей слабой ноги. То есть мы полностью не снимаем с нее нагрузку. Вот представьте, если я возьму трость со стороны более слабой ноги, то я автоматически буду очень сильно облокачиваться на трость и буду очень сильно снимать нагрузку со своей слабой ноги. На самом деле этого не нужно делать. Все-таки нужно давать возможность, нужно оставить шанс нашей слабой ноге как-то работать, восстанавливаться, как-то использовать те силы, которые в ней есть. Поэтому, именно по этой причине, трость у нас всегда находится с противоположной стороны, потому что ее задача — это частично снять с нее нагрузку, но при этом оставить все-таки ей шанс работать, загружаться во время ходьбы. Следующие моменты: ходьба с тростью. Значит, мы определились, да, что нужно отрегулировать высоту, мы определились, с какой стороны нужно взять трость. Теперь давайте посмотрим, как нужно ходить. Когда мы ходим, наверное, самый основной, главный момент здесь — это то, что когда вы ставите трость, трость у нас всегда становится на середине стопы. То есть вот у нас стопа, середина — это наша плантарная арка. Вот трость у вас становится на середине, где-то вот на уровне нашей подошвенной арки. Смотрите, что получается. Я попробую пройтись немножко боком. То есть я ставлю трость, и нога идут одновременно. Это как одно целое. Представьте, что трость и ваша нога — это как одно целое, которое работает вместе, одновременно, в один и тот же момент. Трость и нога
я облокачиваюсь на трость, снимая частично нагрузку со своей слабой ноги и переношу вторую ногу. Снова иду, снимаю часть нагрузки и переношу ногу. Следующий момент, о котором нужно знать, когда вы ходите с тростью, это постановка шага. Здесь ничего сложного также нет, у нас просто нужно знать, что есть 3 этапа постановки шага: пятка, нога на полу и отталкивание пальцами. То есть, когда вы идете, когда мы ставим трость, фактически у нас становится пятка. Конечно же, сейчас я немножко делаю больше, чем нужно постановку пятки, просто чтобы было видно. Но все-таки как бы в нормальной ходьбе пятка, конечно, носок задирается не так высоко, но все равно нужно представить, что вы ставите пятку, потом у нас идет нога и отталкивание пальцами и отталкивание вашей трости. То есть следующий момент – это постановка шага. И еще один момент, который я бы хотела вам здесь сказать, это техника ходьбы с тростью, то есть основные 2 техники, которые существуют, если мы используем трость. Первая техника, она используется с пациентами в основном, допустим, после операции, когда нога еще немного слабовата и с тростью человек ходит не очень уверенно. То есть используется вот эта техника, это когда идет трость, нога, и вторая нога, она просто догоняет. То есть она не переступает, она догоняет вторую ногу и становится вровень. Трость, нога и догоняем. Смотрите, что получается, если я иду на вас. То есть получается вот такая ходьба. Как бы вторая нога догоняет нашу оперированную ногу или слабую ногу. И вторая походка, техника использования ходьбы с тростью, она более стандартная, более как бы соответствует больше нормальному нашему шагу. Это когда у нас нога переступает. То есть мы ставим трость, нога и другая нога переступает. То есть получается такой, знаете, как более нормальный шаг. Давайте я пройдусь к вам. То есть переступили, переступили. Это были основные моменты, о которых нужно знать, если вы используете трость. Если у вас осталось что-то добавить, если я вдруг что-то забыла, пожалуйста, пишите в комментариях. Также будет интересно почитать, если вы обнаружили какие-то ошибки, которые вы обязательно скорректируете после этого ролика. Но если вы обнаружили какие-то ошибки, также, пожалуйста, напишите в комментариях. Я думаю, что также другим подписчикам будет интересно это узнать, это прочесть. Все, прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока-пока.